Привет, это Тостер, здесь все самое интересное о домашней технике, и мы не могли не приехать на это мероприятие, которое корейский бренд LG каждый год устраивает в Москве, и они показывают на этом мероприятии все свои главные, самые интересные новинки, которые актуальны сейчас и будут актуальны в следующем, в данном случае, 2022 году. Это LG Objet Collection, коллекция персонифицированной домашней техники, о ней расскажем. Это целая система ухода за вещами, за бельем, которая включает специальный шкаф LG Styler, стиральные и сушильные машины и много-много чего еще интересного, включая индивидуальный девайс для очистки воздуха, новая вторая версия знаменитой маски LG. Поехали, покажем все самое интересное. Итак, Objet Collection, пожалуй, это главная изюминка этого мероприятия и главное, что показывает LG. Смысл в том, что бытовая техника становится персонифицированной. Это такой тренд, и я думаю, что многие его заметили уже. И, наверное, главная изюминка уже Objet Collection – это холодильники. Холодильники со сменными панелями. Эти сменные панели, они из стекла. Но вот что касается вот этих стеклянных панелей, которые можно менять, то пока сейчас на первом этапе, насколько я знаю, в России доступно будут 3 цвета. Это серебристый, бежевый и мятный. Их, собственно, можно будет менять там через сервисный центр LG. Это все обещают, что будет очень просто. И это красиво смотрится, это круто смотрится, очень здорово. И очень круто, что LG тоже пошли вот по этому пути, по пути кастомизации, персонифицированной такой домашней техники. То есть вы можете менять ее внешний вид, ее дизайн. Ну, посмотрим, что внутри холодильника, потому что это тоже важно, да, дизайн дизайном, а начинка тоже важна. Вот в данном случае вы видите вместе составленную холодильно-морозильную комбинацию. Вы можете ставить их как угодно, не обязательно так. Можно вот где угодно, на кухне, где есть место, как удобно, да. И смотрим, что внутри. Ну, здесь все по классике у LG. Металлическая панель в задней части, Metal Fresh, это красиво, плюс в некоторой степени аккумулирует холод. Да, и, конечно, технология Door Cooling Plus – это технология, которая позволяет улучшить, скажем так, равномерность охлаждения холодильной камеры и еще подавать воздух вот сюда, к двери, чтобы на полках тоже все лучше охлаждалось, более равномерно. Здесь, конечно, No Frost. Здесь есть специальное отделение для хранения, каких-то таких мелочей, может быть, даже деликатесов каких-то, да, чтобы его сюда их положить и удобно они хранились. Есть зона свежести с регулировками для разных продуктов, для фруктов, овощей, то есть можно регулировать влажность, это все тоже предусмотрено. Есть складная полка. Это вся история, да, которая позволяет как-то моделировать тоже пространство в холодильнике и делать хранение продуктов более удобным. Давайте посмотрим, что еще есть в холодильниках. И знаменитая вот эта история LG, которая так всем уже полюбилась, мне кажется, когда вы видите, не открывая дверцу, вы видите, что там внутри холодильника. Открываете и, собственно, можете тоже видеть, что внутри холодильника. Вот этот холодильник мне кажется даже поинтереснее в смысле наполнения, именно в смысле технологий. Здесь есть, обратите внимание, система фильтрации воздуха. Это пятиступенчатая очистка, и воздух очищается в холодильнике от разных запахов и так далее, от бактерий и, в общем, от всего того, что не должно быть в холодильнике и что плохо влияет на качество хранения продуктов. Есть тоже складные полки. Здесь такой металлик везде, видите, да, включая вот и заднюю панель, она металлическая, тоже красиво, тоже аккумулирует холод и помогает более равномерно распределять его по отделению, плюс, в принципе, так точнее поддерживать температуру. Есть, конечно, Door Cooling Plus. Мне кажется, корейцы сейчас без этой технологии вообще ничего не делают. Скоро уже в стиральных машинах она появится. И дальше двигаемся. Здесь есть большая зона свежести. Вот она, собственно, так и называется, Big Fresh Zone. И тоже здесь есть регулировки, настройки для хранения фруктов и овощей. Ну и поскольку здесь два контейнера, это очень удобно. То есть в одном вы храните
храните овощи, например, в другом фрукты, да, это такая нормальная, правильная история. Вот еще очень клевые вещи, я люблю такие вот маленькие штучки, специальные контейнеры для хранения, ну, каких там деликатесов или чего-то еще такого, и причем, вы знаете, вот эта рыба и сыр, они здесь настоящие, да, настоящие. Часто на таких мероприятиях, ну, какие-то муляжи кладут. Нет, ребята, здесь все настоящее, и фрукты, и капуста настоящая, и продукты. Ну, то есть корейцы не боятся, что у них тут что-то не сохранится, заветрится и так далее. Нет, все положили настоящее, молодцы. Ну, конечно, главное здесь это то, что вот эти панели стеклянные, внешний вид их мне нравится очень, и то, что они съемные, их можно менять. Вот, кстати, тот самый мятный цвет, про который я вначале говорил, тоже мне по душе. Вот такие вообще неяркие цвета, которые не надоедают, но, в общем, вполне себе могут вписаться именно в современные интерьеры. Вообще сейчас же тренд такой. Это стеклянные фасады, там мебель, да, бытовая техника на кухне со стеклянными фасадами. И вот это как раз история про это. Пойдемте еще сейчас покажу вам микроволновую печку из коллекции LG Objet. Вот она вот так выглядит, и сразу вспомните холодильники с бежевыми панелями, да, и вот эта вот бежевая микроволновка. Я думаю, что, наверное, будут еще другие цвета. Здесь еще даже она с корейского рынка, она корейская, потому что все обозначения, поэтому на корейском, естественно, когда будут российские продажи, то все это будет русифицировано. Вот так открывается дверь, причем полностью, да, вся вот эта панель, она отходит. Удобно, мне кажется. Это такой полная функциональность. Здесь и микроволны, и гриль, и конвекция. То есть все, что хотите, можете в ней делать. Ну, вот здесь написаны все автопрограммы, да, список, не знаю, все не все, но вообще их здесь 44. Просто по-корейски написано, повторюсь, пока ничего не понимаю, но, повторюсь, будет русифицировано все это. Еще в этой микроволновке можно будет готовить на пару, с ней будет идти специальный комплект, причем такая металлическая пароварка, и вот можно будет, паровые программы тоже будут предусмотрены. Ну и кроме дизайна вот этого симпатичного LG Objet Collection, жаль, что здесь еще панелька не меняется, да, как в холодильниках. А здесь еще главная фишка — это инверторное управление мощностью магнетрона. Смысл в том, что он у вас контролирует мощность работы в зависимости от этапа приготовления, от выбранной программы. То есть, например, на начальном этапе приготовления актуальна высокая мощность, а дальше уже ближе к концу это совершенно не обязательно. Вот в обычной микроволновке магнетрон включается все равно на полную мощность, и поэтому возникают такие моменты, что продукты могут быть пересушены, как-то переготовлены, скажем так. Вот здесь такого нет, потому что именно из-за инверторного контроля мощности магнетрона продукты готовятся более качественно. Ну, эта технология, она у LG уже давно, она себя нормально зарекомендовала, и поэтому корейцы ее используют и в новых продуктах тоже. Ну вот вертикальные пылесосы LG беспроводные, они уже многим известны зрителям нашего канала. У нас есть несколько видео, оставим ссылки в подписи. Но здесь новый этап развития технологий. Да, теперь пылесосим. Здесь, кстати, телескопическая вот эта труба обсасывания, что очень удобно, не у всех она есть. Пылесосим, значит, убираем мусор. Ну, тут вряд ли какие-то трудности возникнут, да, с этим. Вот. И дальше вот эта вот история, которую вы видите, да, это такая многофункциональная база. Вы ставите пылесос вот сюда. Вот у нас мусор. Мусор, который мы собрали, он в пылесосе. И дальше, чтобы самостоятельно не заниматься очисткой пылесборника, вы просто ставите его на эту базу, нажимаете на кнопку очистка, и все, очистка происходит в авторежиме. И вынимаем здесь пустой пылесборник. Куда все это уходит? Ну, собственно, вот так выглядит, если открыть, это такая многофункциональная зарядная станция. Здесь еще размещаются разные насадки по бокам, чтобы не потерялись, чтобы было удобно хранить. Ну, а что касается мусора, то он попадает сюда, в мешок-пылесборник, и воздух, который, естественно, проходит, и ему нужно выходить обратно, он проходит еще фильтрацию, там, трехступенчатая фильтрация, чтобы, собственно, выходить обратно в помещение чистым. Ну и, собственно, все, что вам остается сделать, это вынуть вот этот мешок,
он тут сразу автоматически закрывается, то есть у вас мусор никуда не высыпается. Ну и как-то утилизируете его, когда он наполняется полностью. Другой вставляете новый и вообще не касаетесь мусора в принципе. Ну, собственно, во всех новых вот этих пылесосах сделали технологию компрессор. Вот такая вот история. Она прессует мусор, собирает его в нижней части и, кроме того, помогает очищать эту фильтрующую группу металлическую. Прессует, ну, чтобы у вас мусор скапливался внизу и чтобы у вас была возможность, может быть, реже опустошать пылесборник. Ну, по крайней мере, пока у вас нет возможности опустошить пылесборник, вы можете вот этот мусор спрессовать и дальше пылесосить. Ну, тоже такое логичное решение, удобное. Ну вот хочется нам этого или нет, но, видимо, маски с нами надолго, и ребята из LG это понимают, потому что это LG PuriCare. Мы как-то снимали ее уже, у нас есть обзор воздухоочистителей, и там она присутствует, но то было первое поколение масок, а это уже улучшенное второе поколение. Здесь тоже есть HEPA-фильтры, 2 HEPA-фильтра, есть 2 вентилятора внутри, вот здесь. Да, это все есть. Вентиляторы с инверторными моторами, они подстраиваются под ритм дыхания, там можно выбирать в зависимости от того, что именно вы делаете, там просто идете, может быть, у вас пробежка и так далее, это все тоже контролируется. Еще один важный момент, вот вы меня сейчас слышите хорошо, это именно то, что характерно для масок второго поколения. Здесь сделали специальную систему воспроизведения звука, потому что в первых масках это была проблема, человека не было слышно. А сейчас я в маске и нормально говорю, и вы меня слышите. Есть динамик, который, собственно, доводит мою речь до тех, кто находится рядом. Это очень важный момент, очень важное такое усовершенствование, касающееся этого второго поколения масок LG PuriCare. Но кроме того, она стала легче, прям ощутимо легче, и почти уже весит сколько обычная маска. Ну, чуть тяжелее, конечно, там в районе 90 граммов примерно она весит, что, по-моему, очень круто. И она сейчас работает до 8 часов, да, и это удобно. Например, длительные перелеты где-то, где всегда требуется в маске находиться в самолете. Вы отказываетесь надевать маску, выполнять требования членов экипажа. А вы кто, представьтесь? Вот можно находиться в том числе в такой маске LG PuriCare. Еще одна не менее важная и интересная история для российского рынка и для LG на российском рынке, которую мы здесь на этом мероприятии увидели, это встройка LG. Как-то не очень много у LG было встраиваемой техники до этого. Сейчас ассортимент расширяется. Ну, начнем с микроволновки. Встраиваемая микроволновая печь. Здесь, в общем, все технологии, характерные для микроволновок LG, есть. А LG — это один из ведущих мировых производителей вот в сегменте микроволновок. Это, кстати, нужно учесть. Здесь инверторное управление мощностью магнетрона, я о нем говорил ранее. Здесь есть режимы автоприготовления, то есть различные автопрограммы. Разумеется, есть там ручные настройки, есть авторазмораживание. Кстати, благодаря инверторной технологии оно происходит достаточно бережно, продукты там не подвариваются, как иногда бывает там с мясом при авторазмораживании. Здесь в этом смысле вот учтены эти моменты именно благодаря инверторам. Дальше духовка, вот это такая продвинутая флагманская модель. Ну, во-первых, она круто выглядит, да, вот Objet Collection тоже круто выглядит, но вот это не менее здорово выглядит, на мой взгляд. Так, современно, ничего лишнего. Здесь смысл в том, что здесь есть автопрограммы для разных продуктов и блюд. Мне это всегда нравится, потому что это упрощает этот момент приготовления, даже для тех, кто не очень в нем что-то понимает. Ну, естественно, есть все ручные настройки, вот эта вся история тоже присутствует. Да, ну раз уж мы коснулись автопрограмм, и через мобильное приложение можно сюда в духовку отправлять разные настройки, ну, то бишь разные рецепты, вот опять же, для разных продуктов
продуктов и блюд, те, которых нет по умолчанию в памяти духовки, через смартфон отправляете, и у вас уже настройки готовы, просто потом включаете духовку именно на тот рецепт, который отправили, да, который нужен. Дальше, если открыть, посмотрите, этот синий цвет, это фирменное покрытие LG Easy Clean. Собственно, оно отличается тем, что оно стойкое там, к различным повреждениям, да, и так далее. Еще его очень, почему Easy Clean? Потому что его очень легко очищать от различных загрязнений. Здесь есть специальная программа даже для этого. Вы просто сбрызгиваете, да, немного водой, потом нажимаете, включаете вот эту программу, и через некоторое время вы просто удаляете там мягкой тканью, легко удаляете все загрязнения там со стенок духовки, да, в общем, это не представляет сложности. Обычно же неприятная эта история, очищать духовку, там каждый раз прилипает что-то и так далее. Здесь есть и специальное покрытие, и специальная программа, которая максимально облегчает очистку духовки. Это здорово и правильно для нас с вами, ленивых людей. Есть телескопические направляющие, противней сейчас здесь нет, они, разумеется, в комплекте идут различные, просто здесь готовка идет с помощью этой техники, поэтому их сейчас используют. Полная функциональность, конечно, здесь и конвекция, и, в общем, все, что хотите. Здесь тройное остекление дверцы, съемные стекла для удобства очистки, если это необходимо. Ну и, кроме того, дверца с доводчиком, чтобы у вас легко все закрывалось и не хлопало при этом, да, не раздражало. Но духовка очень крутая, мне очень нравится. Есть вот это 67 литров духовка объем. Есть еще модель, она немного там проще по функциональности, хотя все базовые вещи есть, но зато она больше, она 72 литра, да, такой, в общем, очень неплохой показатель по вместимости, по объему, один из лучших вообще на рынке. Таких духовок просто не так уж много, 72-литровых. Еще в коллекции в стройке есть вытяжка, красивая вытяжка. В принципе, вытяжка есть вытяжка, что о ней особо скажешь. Здесь есть несколько мощностей, несколько скоростей работы, есть система фильтрации, то есть металлический фильтр, жироулавливающий, да, есть угольный фильтр, она может против запахов там и так далее, она может работать как в режиме рециркуляции, так и в режиме отвода воздуха. Это классика, просто посмотрите на то, собственно, как она выглядит. Здесь подсветка, конечно, светодиоды, то есть у вас вот рабочая зона кухни, она тоже освещается, что немаловажно и удобно. Есть варочные поверхности, тоже в коллекции встраиваемой техники. Это стеклокерамика, есть обычная электрическая варочная поверхность, а есть индукция, индукционная варочная поверхность. Я скажу так, у них функциональность классическая для варочных поверхностей, что здесь, что здесь. Давайте на индукцию, как такую более продвинутую историю. Здесь, естественно, есть зона, которую можно объединять, вот две зоны нагрева в одну. Это есть Power Boost, когда вы можете подавать на любую из зон нагрева повышенную мощность, чтобы там быстрее что-то приготовить. Есть таймер работы для каждой зоны. И есть контроль остаточного нагрева для каждой, опять же, зоны нагрева. Как я сказал, функциональность для варочных поверхностей, она классическая вполне. И это хорошо на самом деле. А вот это прямо радость моя. Это посудомойка встраиваемая. LG привезли в Россию, и она реально необычная. Здесь есть система обработки посуды паром. Да, технология TruSteam, которую LG применяет и в других своих девайсах, устройствах. Ее и здесь тоже реализовали. То есть у вас дополнительная обработка посуды с помощью пара происходит. Это и гигиена дополнительная, и в итоге финально более высокое качество очистки мытья посуды, да, то есть как-то лучше и спокойнее вам. Кстати, напишите в комментариях, хотели бы, чтобы ваша посуда обрабатывалась паром еще, да, вот насколько вам это важно, насколько вам будет спокойнее и лучше от этого. Но это не все, здесь 3 корзины, третья для столовых приборов, корзина, которая средняя, она, естественно,
переставляется по высоте, то есть можно все менять, если необходимо, там помыть более габаритную посуду здесь внизу. И кроме того, здесь в нижней части фирменный разбрызгиватель, который состоит из 4 лепестков, да, и это помогает, лучше мыть посуду. Вот все модернизации, которые делаются в посудомоечных машинах, они делаются для того, чтобы наши с вами тарелки со сковородками были лучше отмыты. И вот этот 4-лепестковый разбрызгиватель, в том числе, он позволяет в воде, достигать, собственно, всех уголков посудомоечной машины, чтобы все было максимально чисто. Что касается программ, то, в общем, здесь довольно такой классический набор, в том числе есть автопрограмма, что хорошо, когда посудомоечная машина оптимизирует мытье в зависимости от того, насколько реально грязная ваша посуда. Это полноразмерная модель, 60 сантиметров, наверное, будут узкие. Но вообще, я всегда рекомендую, если у вас есть место, если позволяет кухня, то берите полноразмерные модели. Зачастую все-таки некоторые технологии, их просто очень сложно реализовать в продуктах меньшего размера, в узких моделях, и они туда не переходят. А в полноразмерных моделях всегда все новейшие технологии реализованы. Еще одна интересная история, которую мы здесь увидели, это такой целый комплекс по уходу за одеждой. Он состоит из 3 устройств. Это стиральная машина, сушильная машина и знаменитый LG Styler шкаф по уходу за одеждой. Совершенно не обязывает вас никто, конечно, покупать сразу все 3 устройства. Можно и как-то точечно. Я просто самое главное о них расскажу. Стиральные машины LG. У нас, кстати, есть отличный ролик топ-3 стиральных машин LG, где прям рассказано хорошо про технологии, которые реализованы в стиральных машинах LG. В частности, оставим ссылку в подписи к видео. В частности, в этой машине я бы отметил, конечно, AIDD технологию. Смысл в том, что корейцы заложили в память машины информацию о 20 тысячах комбинаций ткани, типах ткани, комбинаций ткани. И исходя из этого, стиральная машина понимает, что именно вы в нее загрузили. Она анализирует, как именно ведет себя ткань в барабане во время стирки. И вот эта информация, она обрабатывается процессором. И исходя из этого, машина выстраивает оптимальный алгоритм стирки, который включает в себя несколько параметров. Там и то, как именно вращается барабан, потому что у барабана есть несколько алгоритмов вращения, естественно, время стирки и так далее. То есть все для того, чтобы вещи не перестирывались, не недостирывались, стирались именно оптимальное время, стирались бережно, и в итоге мы с вами получали тот результат, который нам нужен, то есть чистые вещи. Это основное, наверное, про эту стиральную машину. Есть здесь циклы с паром, циклы, куда можно подключать, что называется, пар. Это для детской одежды, например, актуальны, обработка паром, дополнительная гигиена. Плюс есть специальный гипоаллергенный цикл. Можно этой стиральной машиной управлять через мобильное приложение LG ThinQ, то есть весь контроль удаленно осуществлять. Плюс, поскольку это мобильное приложение, то, конечно, логично, что вы можете добавлять программы. То есть те программы, которых нет by default, по умолчанию в стиральной машине, их можно добавлять через мобильное приложение. Но в целом тут, в принципе, неплохой набор программ, так что, в общем, хорошо, что есть еще дополнительные, тоже неплохо. Это то, что касается стиральной машины. Здесь Direct Drive, то есть здесь прямой привод и инверторный мотор. Собственно, именно прямой привод и позволяет барабану, стиральному барабану, иметь различные алгоритмы вращения. Без прямого привода это невозможно. Здесь он есть, и инверторный мотор 10-летней гарантии. А дальше, логично, что после стирки хотелось бы одежду высушить, и есть у LG сушильные машины. Не так давно они появились на российском рынке, и хорошо, что появились, потому что продукты LG это всегда интересно. Heat Pump, это тепловой насос. Это означает, что у вас стирка будет происходить при не очень высоких температурах, при более низких температурах, и
вещи будут бережно сушиться, да, и нет вот опасности такой усадки каких-то вещей. И кроме того, это еще низкий уровень энергопотребления, да, то есть у вас расход электричества не будет высоким, а раньше, до того, как технология тепловой насос появилась в сушильных машинах, это было проблемой. Дальше здесь большой набор программ сушки, да, можно выбирать сушку для каких-то вещей определенных, там спортивных, ну, разумеется, для шерсти, для там деликатных вещей. Это все сушка по степени влажности. То есть вы можете дальше выбирать там степень влажности под утюг, в шкаф, там на вешалку, ну, как обычно в классических сушильных машинах. И кроме того, есть сушка по времени. Вы можете сами выбирать время сушки, если как бы знаете его и так далее. Еще один важный момент, очень важный момент для современной сушильной машины — это автоочистка конденсатора. Это важно и для нашего с вами удобства, ну просто потому что нам с вами не нужно очищать конденсатор, который там внутри находится, от каких-то накопившихся, долетевших все-таки до него загрязнений, там от ворса и так далее. В принципе, весь ворс, основная его ворс, который сдувается с вещей при сушке, основная его масса, она, конечно, здесь в фильтрах и остается, но какие-то частицы, возможно, достигают, проходят дальше, и вот там уже работает технология автоочистки конденсатора. Это важно еще и для самой сушильной машины, для того, чтобы эффективность ее работы не снижалась, не росло энергопотребление, не росло время сушки. То есть из-за этой технологии, благодаря этой технологии, собственно, у вас сушильная машина всегда будет работать с максимальной эффективностью, ну и, соответственно, долго прослужит, да, потому что важный момент — конденсатор. Тоже ей можно управлять через мобильное приложение, то есть есть подключение к интернету. И еще смысл в том, что есть коннект между стиральной машиной и сушильной. То есть вот вы постирали, и дальше сушильная машина, она понимает, как вы стирали, какую программу использовали, и уже предлагает вам оптимальную программу сушки, да, после вот той стирки, которая у вас была. Ну, тоже удобная история. Здесь загрузка 9 килограммов, и здесь, и в сушилке, и в стиральной машине. То есть, в принципе, вы можете весь объем сразу переложить в сушильную машину из стиральной, но, разумеется, это загрузка для хлопка. Там для других тканей загрузка другая, она меньше. Это вот основные вещи про стиральную и сушильную машину. Ну, уже неплохо, да? Уже такой комплекс по уходу за одеждой. Ну, такая уже вишенка, наверное, на торте, да, для тех, вот, кому необходимо ухаживать, ну, скажем так, кому необходим более продвинутый уход за одеждой. Это шкаф LG Styler. Да, здесь одежда обрабатывается теплым воздухом и паром. Да, здесь есть парогенератор и чистый пар, который без каких-то химических там дополнительных средств, да, только пар, который вот водяной, им обрабатываются вещи. Они разглаживаются, ну, конечно, в разумных пределах. То есть это не глажка полноценная, но какие-то замятости, складки, да, на одежде разглаживают. Плюс такая антибактериальная история, связанная с обработкой паром. Кроме того, как видите, здесь можно гладить брюки, поддерживать стрелки на брюках, собственно, в нормальном состоянии, да, что тоже важно, может быть, и удобно. Ну и кроме одежды, а одежды самые разные, там рубашки, блузы, пиджаки и так далее, можно же еще там много чего обрабатывать. Это и мягкие игрушки, и подушки, и много-много чего еще. Но вот такая история, напомню, это обработка горячим воздухом, паром, обработка одежды. Конечно, не всем LG Styler нужен, просто потому что у всех разный образ жизни. Кому-то хватит стиральной и сушильной машины. Но если ваш образ жизни подразумевает какие-то такие истории, когда вы там пошли на мероприятие, да, и один раз что-то надели, и потом нужно освежить, какие-то вещи, которые требуют очень бережного ухода у вас есть, да, дорогие, тогда LG Styler — это явно ваша история. Это, кстати, узкая модель, есть более вместительный LG Styler, он пошире. Ну вот так попытался вам рассказать все самое интересное, что было здесь на презентации, большой презентации LG. Это была актуальная техника, она сейчас уже актуальна и будет актуальна в следующем году. Конечно, самое интересное, на мой взгляд, это коллекция LG Abje. Это и холодильники вот эти со сменными панелями, да, вот эти все вещи, микроволновки. То, что домашняя техника становится более персонифицированной, это тренд, и это прекрасно. Мне это очень нравится. Это значит, что все больше и больше у нас будет
будет выбора, и к технологиям еще прибавляется такая важная вещь, как дизайн и возможность самостоятельно его создавать. В конце концов, не каждый же раз покупать новый холодильник. Раз поменял панели, и у вас уже все по-другому выглядит, можно в новом интерьере использовать. Это очень круто, и круто, что такой игрок, как LG, пришел в России в этот сегмент, и это значит, что в нем будет больше конкуренции. А конкуренция для нас с вами — это круто. Пылесосы, конечно, шикарная вот эта история с тем, что нам больше не нужно касаться мусора самостоятельно, да, даже когда мы высыпаем из пылесоса мусор, он никуда не разлетается, мы вообще его не касаемся, потому что пылесос самостоятельно себя очищает, это очень круто. Но LG не первая компания, которая в Россию зашла с этой технологией, но, во-первых, одна из первых, и, кроме того, LG — это очень крутой игрок в сегменте пылесосов, а значит, все это будет развиваться, вот эта самоочистка, а нам с вами в этом только плюс, потому что, просто потому что это удобно. Раз поставил пылесос на базовую станцию, и он у тебя сам очистился. Круто, удобно, высокотехнологично, здорово. Дальше. Очень радует то, что LG начали расширять встройку, да, присутствие в сегменте встраиваемой техники в России, потому что вообще везде в мире много очень встройки LG, в России как-то с этим было все не очень, а теперь становится очень. И как вы видели, весьма достойная техника, достойные устройства в сегменте встраиваемой техники. Ну и традиционно сильная сторона LG — это стирка, уход за одеждой, вот сушка в данном случае. Не так давно, кстати, у них появились сушильные машины, и это тоже нужно отметить. В общем, очень много интересного, и очень интересно будет с техникой LG наблюдать за ней и жить с ней, что называется, в 2022 году, ну и далее. Ну, это была презентация, если что-то где-то сумбурно получилось донести, то сори, постарался все-таки все самое главное рассказать. Это Тостер, здесь все самое интересное о домашней технике. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся, до новых обзоров и тестов.